1962 год. Алькатрас. Тюрьма, где ломали тех, кого не могли сломать нигде. Камеры закрыты, охрана на местах. Вода вокруг такая холодная, что человек не проживет и часа. И все же ночью трое заключенных исчезают. Не сбегают, именно исчезают. Утром в камерах лежат муляжи голов. Люди спали, пока их не стало. Ни тел, ни следов, ни ответа. И чем глубже разбираешься, тем страшнее становится версия, которая кажется правдой. Досмотри до конца. Если тебе заходят такие истории, подпишись на канал и напиши в комментариях, что ты сам думаешь об этом побеге и какую версию считаешь реальной. Представьте себе густой липкий туман, который медленно наползает на залив Сан-Франциско, стирая границы между небом и ледяной водой. В паре километров от берега, где сверкают огни одного из самых богатых городов мира, из этой серой мглы проступает силуэт, внушающий первобытный ужас. Это скала. Остров, который за 9 десятилетий своего существования превратился из обычного куска камня в самый мрачный символ американского правосудия. Здесь время застывает, а соленый морской ветер разъедает не только бетонные стены, но и человеческие души. Вы слышите этот звук? Это не только крики чаек и шум прибоя. Это бесконечный, давящий гул тишины, в которой десятилетиями жили те, кого общество признало неисправимыми. Добро пожаловать в Алькатрас, самую строгую тюрьму в истории Соединенных Штатов. Место, созданное с единственной целью — не перевоспитывать, а карать. В 30-е годы прошлого века, когда волна организованной преступности захлестнула Америку, правительству нужен был мусорный бак, куда можно было бы сбросить самые гнилые яблоки со всех федеральных тюрем. Если заключенный нарушал правила в обычной тюрьме, его отправляли сюда. Здесь заканчивались имена и начинались порядковые номера. Здесь даже такие короли преступного мира, как Аль Капоне, становились просто тенями под номером 85, чистящими ботинки и моющими полы без всяких надежд на привилегии. Изоляция в Алькатрасе была абсолютной. Остров окружен не просто водой, а смертельной ловушкой. Температура в заливе редко поднимается выше 12 градусов, а непредсказуемые течения способны унести любого пловца прямо в открытый океан. Психологическое давление было еще страшнее географического. Каждый вечер заключенные могли видеть через решетки огни Сан-Франциско, слышать смех людей на набережной и гудки проходящих судов. Свобода была так близко, что казалось, до нее можно дотянуться рукой, но на самом деле она была недосягаема, как другая планета. Внутри скала была спроектирована как идеальный инженерный шедевр подавления. Камеры размером 1,5 на 2,5 метра, узкие бетонные пеналы, где заключенные проводили по 23 часа в сутки. Стальные решетки, которые невозможно перепилить. Дистанционно управляемые замки и смотровые галереи, где надзиратели с пулеметами Томпсона неустанно следили за каждым вашим движением. Но главной гордостью администрации была дыра в блоке «Д». 6 камер абсолютной тьмы и ледяного холода, где за малейший проступок человека раздевали догола и оставляли наедине со своим безумием. Алькатрас считался тюрьмой, из которой невозможно сбежать, и это утверждение было аксиомой на протяжении 29 лет. Но однажды ночью эта аксиома была разрушена. 11 июня 1962 года 3 человека совершили то, что официальная наука и тюремная инженерия называли невозможным. Фрэнк Моррис, человек с IQ гения, и братья Эндлины исчезли из своих камер, оставив после себя лишь фальшивые головы из папье-маше, которые мирно спали в их койках, обманывая ночные обходы охраны. Они прорыли путь сквозь старый бетон обычными ложками, выбрались на крышу и растворились в ледяной воде залива на плоту, сшитом из дождевиков. ФББ потратило 17 лет на расследование, чтобы в итоге заявить, они утонули. Но так ли это на самом деле? Почему десятилетия спустя появляются свидетельства, что беглецов видели в Бразилии? Откуда взялись загадочные письма и открытки, которые их мать получала годами?
И самое главное, как в условиях тотального контроля, где заключенных считали 13 раз в день, а на каждого охранника приходилось всего 3 арестантов, можно было целый год готовить самый дерзкий побег в истории человечества. Сегодня мы пройдем по этим холодным коридорам, услышим лязг металлических дверей и заглянем в вентиляционные шахты, которые стали порталом в неизвестность. Мы разберем по деталям каждую минуту той роковой ночи и попытаемся понять, был ли это триумф человеческой воли или грандиозная мистификация, которую скрывали десятилетиями. Алькатрас хранит свои секреты в ржавчине прутьев и крошащемся бетоне, но пришло время поднять завесу тумана над этой скалой. Почему же тюрьма, в которую вложили миллионы долларов, чтобы сделать ее неприступной, в итоге была закрыта всего через год после исчезновения 3 заключенных? Вы стоите на палубе парома, и ледяные брызги залива Сан-Франциско обжигают лицо, словно напоминая: здесь природа не прощает ошибок. Впереди из серой пелены медленно вырастает скала. Этот кусок камня длиной всего 500 метров, на котором застыл самый мрачный памятник человеческому правосудию. Остров Алькатрас кажется чужеродным телом в этом живописном заливе, лишенным зелени и жизни, суровым и непрощающим выступом суши, который испанцы когда-то назвали «островом пеликанов». С берега Сан-Франциско, до которого всего 2 километра, тюрьма видна как на ладони. И в этом заключалось самое изощренное психологическое истязание для тех, кто оказался внутри. Свобода была так близко, что заключенные могли слышать шум машин и музыку из городских баров, но между ними и этой жизнью лежала непреодолимая бездна. Главный страж Алькатраса — это не вооруженные охранники на вышках, а сама вода, окружающая остров со всех сторон. Температура в заливе редко поднимается выше 12 градусов по Цельсию, и для человеческого тела это означает не просто холод, а неминуемую смерть от гипотермии в течение считанных минут. Администрация тюрьмы превратила этот природный фактор в часть своей системы безопасности, введя обязательный горячий душ для заключенных. Это не было заботой о комфорте. Привыкшие к теплу тела арестантов теряли способность адаптироваться к ледяному шоку залива, что сокращало их шансы на выживание в воде до ничтожных 20 минут. Любой, кто рискнул бы прыгнуть в эти волны, столкнулся бы с тем, что его мышцы сковывает судорогой, а сердце начинает работать на пределе, пока не остановится от холодового шока. Но даже если бы вы были закаленным пловцом, вас ждало бы другое испытание — невидимые и смертоносные течения. Рельеф дна вокруг скалы напоминает лунный пейзаж с глубокими впадинами и подводными горами высотой с многоэтажный дом. Из-за этого приливы и отливы закручиваются в бешеном ритме, создавая потоки, чья скорость в 2 раза превышает скорость течения перед Ниагарским водопадом. Вода здесь не просто течет, она несется в открытый океан, утягивая за собой все, что имеет неосторожность оказаться на поверхности. У пловца было лишь крошечное 30-минутное окно во время смены прилива, когда течения могли теоретически вынести его к берегу, но знать это время без точных расчетов было невозможно. А потом приходит туман. Визитная карточка Сан-Франциско, которая в Алькатрасе превращается в липкую, непроницаемую стену. Бывали дни, когда заключенные не видели даже забора собственной тюрьмы, а охранники на 6 сторожевых вышках становились абсолютно бесполезными, не имея возможности разглядеть ничего дальше 15 метров. Этот туман мог помочь беглецу скрыться от пуль, но он же становился его злейшим врагом. В нем невозможно ориентироваться, и человек, плывущий к городу, мог незаметно для себя начать кружить на месте или уплыть прямо в пасть Тихого океана. Ощущение полной дезориентации и оторванности от мира в такие моменты становилось абсолютным. Ветер на острове никогда не стихает. Он воет в ржавых решетках и несет в себе едкую морскую соль, которая десятилетиями разъедала бетонные стены тюрьмы. Соленый воздух проникал в каждую трещину,
заставляя арматуру внутри стен ржаветь и расширяться, буквально взрывая бетон изнутри и делая здание похожим на гниющий остов древнего корабля. Этот постоянный гул ветра и шум прибоя были единственными звуками, которые нарушали мертвую тишину скалы, где долгое время заключенным было запрещено даже разговаривать друг с другом. Пустота этого места была почти осязаемой, а удаленность от цивилизации, несмотря на видимую близость города, казалась бесконечной. Безопасность острова была доведена до автоматизма. На каждого заключенного приходилось 3 охранников, которые пересчитывали людей 13 раз в день. Любому судну запрещалось приближаться к острову ближе, чем на 200 метров, под угрозой немедленного открытия огня. Алькатрас был спроектирован как идеальная ловушка, из которой нет выхода, и сама мысль о побеге казалась безумием. Официально считалось, что скала неприступна, и 3 десятилетия администрация тюрьмы гордо заявляла, что ни один человек не смог покинуть этот остров живым. Все попытки заканчивались либо пулей в спину на скалах, либо бесследным исчезновением в ледяной бездне залива. Однако история Алькатраса — это не только история инженерии и контроля, но и история человеческого отчаяния, которая сильнее любых физических преград. Каждый раз, когда надзиратели ставили очередную непробиваемую решетку или укрепляли стену новым слоем бетона, находился кто-то, кто продолжал смотреть на огни Сан-Франциско и искать уязвимое место в этой совершенной системе. Заключенные знали, что шансы выжить в этих водах меньше 50%, что течение беспощадны, а туман коварен. Но даже это знание не могло погасить в них первобытное желание вырваться из бетонного мешка. Ведь скала была создана, чтобы сломить волю. Но именно здесь воля проходила свою самую страшную проверку на прочность. Почему же, несмотря на идеальный расчет инженеров и беспощадность природы, находились те, кто решался на прыжок в неизвестность? История этой скалы началась задолго до того, как здесь раздался первый лязг тюремных засовов. В 1775 году испанский офицер Хуан Мануэль де Айала, вошедший в Туманный залив, увидел лишь бесплодный кусок камня, облепленный морскими птицами. Он назвал его «Ла Исла де лос Алькатрасес» — «Остров Алушей», хотя, по иронии судьбы, на скале жили бакланы и пеликаны. В те времена никто и представить не мог, что это название станет синонимом безнадежности. В середине XIX века, когда Калифорнию охватила золотая лихорадка, правительство США поняло: тот, кто владеет этим островом, владеет входом в залив Сан-Франциско. Здесь выросла мощная цитадель с дальнобойными орудиями и первым на западном побережье маяком. Но скала обладала странным свойством. Она словно сама требовала изоляции тех, кто не вписывался в общество. Уже в годы Гражданской войны в подвалах крепости появились первые узники — военнопленные конфедераты и дезертиры. Позже сюда отправляли индейцев племени Хопи, которые отказывались подчиняться законам бледнолицых и отправлять своих детей в государственные школы. Остров медленно, но верно превращался в тюрьму. Но настоящий момент истины наступил в 1906 году. Страшное землетрясение практически стерло Сан-Франциско с лица земли. Городские тюрьмы превратились в руины, а почва под ними стала зыбучим песком. И только Алькатрас, стоящий на цельном куске камня, не получил ни единой трещины. В тот день власти поняли: скала — это фундамент, который невозможно разрушить ни природой, ни человеком. К 1930 годам Америка захлебнулась в крови. Сухой закон породил чудовищ. Организованные банды, вооруженные пулеметами Томпсона, грабили банки и похищали людей средь бела дня. Обычные тюрьмы не справлялись. Коррумпированные охранники покупались на корню, а лидеры мафии продолжали управлять своими империями прямо из камер, наслаждаясь сигарами и шелковым бельем. Правительству нужен был символ возмездия, место, одно упоминание которого заставляло бы самых дерзких гангстеров бледнеть.
Последней каплей стал дерзкий побег Джона Диллинджера в 1933 году, когда его банда ворвалась в тюрьму и освободила главаря, ранив шерифа. В тот же день было принято решение. Алькатрас переходит в ведение Министерства юстиции. Так родился мусорный бак Сан-Франциско. Место, куда со всех федеральных тюрем страны начали свозить самые гнилые яблоки. Алькатрас не был создан для перевоспитания. Его целью была кара. Сюда не попадали за обычную кражу или драку. Сюда вели две дороги. Либо ты совершил преступление против общества, либо ты нарушил законы самой тюрьмы. Это была тюрьма тюрем для психопатов, неисправимых убийц и, что самое важное, для мастеров побега. Администрация хладнокровно заявляла: если вы не можете вести себя по правилам в обычном исправительном учреждении, вы будете гнить на скале. Первая партия из 137 заключенных прибыла в августе 1934 года в обстановке строжайшей секретности. На каждого арестанта в наручниках приходилось по несколько вооруженных агентов ФБР и маршалов США. Среди них были те, чьи имена гремели на первых полосах газет. Аль Капоне по прозвищу «Лицо со шрамом», который думал, что и здесь сможет купить себе свободу. Но Алькатрас быстро стер его величие. Ему присвоили номер 85, вручили швабру и заставили чистить туалеты наравне с мелкими воришками. Здесь сидел пулемет Келли, похититель нефтяных магнатов, и Элвин Жуткий Карпис, единственный в истории враг общества номер 1, которого лично арестовывал директор ФБР Эдгар Гувер. Сюда же попал Роберт Страут, птицелов из Алькатраса, убийца охранника, который провел в одиночной камере десятилетия. Каждый, кто переступал порог этого здания, должен был осознать: его прошлая жизнь мертва. Твоя репутация на воле здесь не стоит и цента. Директор бюро тюрем Стэнфорд Бейтс спроектировал систему так, чтобы на скалу попадали только самые опасные и интеллектуально развитые преступники. Те, чьи побеги из других мест считались легендарными. Это был элитный клуб изгоев. Из окон своих камер они могли видеть огни города, слышать музыку и смех людей, до которых было всего 2 километра. Но этот путь был длиннее, чем до Луны. Алькатрас был спроектирован как тюрьма внутри тюрьмы. Внешние стены толщиной в 60 сантиметров, решетки из закаленной стали и постоянные переклички по 13 раз в день. Вы заходите в главный корпус, и воздух здесь кажется тяжелее на несколько килограммов. Это не просто бетон и сталь. Это концентрация ненависти и отчаяния сотен людей, у которых отобрали даже право на тишину. В первые годы существования скалы здесь действовало правило абсолютного молчания. Заключенным запрещалось разговаривать даже шепотом, а любое нарушение каралось карцером. Представьте себе дни, месяцы и годы, проведенные в камере площадью 4 квадратных метра, где единственным звуком был вой ветра и ваши собственные мысли. Тюрьма была готова принять своих новых жильцов. Но прежде чем вы узнаете, что творилось за этими дверями, нужно понять одно. В Алькатрасе у человека оставалось всего 4 базовых права – на еду, одежду, кров и медицинскую помощь. Все остальное, даже право на работу или чтение книги, было привилегией, которую нужно было вымаливать безупречным поведением. Но как выглядел обычный день человека, чей мир сжался до размеров бетонного пенала? И почему даже самые матерые убийцы предпочитали смерть жизни внутри этой скалы? Вы не выбирали этот маршрут, но теперь каждый ваш вдох принадлежит скале. Все начинается на пристани Сан-Франциско, где вас, закованного в тяжелые наручники и кандалы, заводят на борт специального парома. Вы чувствуете, как ледяные брызги залива обжигают кожу, а соленый ветер пробивает даже плотную тюремную робу. Но это лишь прелюдия к тому холоду, который ждет впереди. На каждых 3 заключенных здесь приходится по одному вооруженному охраннику, и их взгляды говорят яснее любых слов. Вы больше не человек,
Вы – проблема, которую нужно изолировать. По мере того, как паром приближается к острову, скала вырастает из тумана, превращаясь из далекого силуэта в массивную бетонную крепость, где каждый камень пропитан отчаянием. Как только подошвы ваших ботинок касаются разбитого бетона причала, время начинает течь по-другому. Конвоиры ведут вас вверх по крутому склону мимо здания 64, где живут семьи сотрудников тюрьмы, сюрреалистичное напоминание о нормальной жизни всего в нескольких метрах от вашего будущего ада. Вы проходите через Саллипорт, старейший караульный пост острова, где когда-то держали первых военных узников. Ощущение давления нарастает с каждым шагом, стены становятся толще, небо уже, а охрана многочисленнее. Согласно воспоминаниям сотрудников, именно здесь, на этом коротком пути от причала до ворот, в голове каждого заключенного рождается первая и самая главная мысль – как отсюда выбраться. Но реальность наносит первый сокрушительный психологический удар еще до того, как вы увидите свою камеру. Вас заводят в подвальное помещение, где заставляют раздеться догола под прицелом карабинов. Это процедура тотального досмотра, цель которой не только найти контрабанду, но и окончательно сломить ваше достоинство. Затем следует приветственный горячий душ. В Алькатрасе это не проявление гуманности, а расчетливая жестокость. Администрация намеренно приучает ваше тело к теплу, чтобы в случае попытки побега ледяная вода залива, чья температура редко превышает 12 градусов, вызвала мгновенный холодовой шок и остановку сердца. После этого вам выдают стандартный набор: синюю рубашку, серые брюки, хлопковое нижнее белье и синий носовой платок. Теперь у вас нет имени, есть только порядковый номер и 4 базовых права – на еду, одежду, кров и медицинскую помощь. Все остальное отныне считается привилегией, которую нужно вымаливать. Вы слышите этот звук? Тяжелый, металлический ляск, от которого содрогается сам фундамент острова. Это работает гордость инженерии Алькатраса, централизованная механическая система управления дверями. Здесь нет обычных ключей, которые можно украсть или подделать. В конце каждого яруса находится массивная стальная коробка с 3 рычагами. Охранник тянет первый рычаг, выбирая номер камеры, затем второй, чтобы активировать сцепление, и, наконец, третий, самый тяжелый. И целая шеренга стальных дверей с грохотом откатывается в сторону. Этот симфонический грохот, железо о железо, станет главным саундтреком вашей жизни на долгие годы, напоминая о том, что вы заперты внутри самого совершенного механизма подавления, когда-либо созданного человеком. Внутри главного корпуса, Cell House, царит атмосфера стерильного кошмара. Бетонные коридоры здесь носят ироничные названия главных улиц Америки. Вы идете по Бродвею, центральному проходу, который простреливается из укрепленных оружейных галерей на обоих концах блока. Там, за стальными решетками, всегда дежурят снайперы, чья единственная задача — следить за каждым вашим жестом. Давление тишины здесь почти физическое. В первые годы в Алькатрасе действовал закон абсолютного молчания. Заключенным запрещалось разговаривать даже шепотом под угрозой карцера. Представьте 1000 часов, проведенных в этом бетонном мешке, где единственное, что вы слышите, это гул ветра за стеной и собственные мысли, которые медленно превращаются в безумие. Вы проходите мимо Таймс-сквер, зоны под большими часами у входа в столовую, где заключенных пересчитывают 13 раз в день. Каждая перекличка — это напоминание о том, что от системы не скрыться. Камеры здесь расположены так, что ни одна из них не примыкает к внешней стене здания. Между вами и свободой всегда есть еще один коридор, еще одна решетка и еще один вооруженный патруль. И вот охранник останавливается. Слышится щелчок механизма, и стальная решетка отъезжает, приглашая вас внутрь бетонного пенала размером 1,5 на 2,5 метра. В этом крохотном пространстве вам предстоит провести 23 часа в сутки.
Здесь нет приватности. Туалет смывается соленой водой, которая разъедает металл и наполняет воздух едким зловонием, а кран выдает только ледяную струю. Вы садитесь на узкую койку, смотрите на 3 голые бетонные стены и понимаете, это место спроектировано не для того, чтобы вы в нем жили, а для того, чтобы вы здесь исчезли. Но что происходит в соседних камерах, там, где сидят те, кого ФБР называет неисправимыми? И какие тайные знаки передают друг другу люди, у которых отобрали даже право на голос? Вы переступаете порог своей новой реальности, и первое, что вы чувствуете, это тошнотворное ощущение, как мир вокруг вас мгновенно сжимается. Добро пожаловать в ваш новый дом. Бетонный пенал размером 1,5 на 2,5 метра. Это пространство настолько узкое, что если вы вытянете руки в стороны, вы коснетесь холодных стен, а если поднимете их вверх, ваши пальцы упрутся в низкий давящий потолок. Здесь нет места для лишних движений, нет места для надежды, и самое главное, здесь нет места для человека, только для порядкового номера. Внутри царит абсолютный, доведенный до абсурда минимализм. Весь ваш мир теперь состоит из узкой стальной койки с тонким матрасом, крошечного стола, который больше напоминает выступ в стене, и умывальника, из которого течет только ледяная вода. У вашего унитаза даже нет сиденья. В Алькатрасе комфорт считается преступлением. У вас нет права на личные вещи, нет права на фотографии близких, нет права даже на собственные мысли, если они мешают системе. Вы здесь не для того, чтобы жить. Вы здесь для того, чтобы осознать всю тяжесть своего существования в 4 квадратных метрах бетона. Слышите этот гул? Это не шум моря за окном. Это звук тишины, который в Алькатрасе страшнее любого крика. В первые годы здесь действовал закон молчания. Заключенным было запрещено издавать любые звуки, кроме как во время еды или работы. Любой шепот, любой неосторожный лязг ложки о миску мог закончиться карцером. Эта тишина со временем начинает вибрировать в ушах, превращаясь в физическую пытку, от которой невозможно скрыться. Вы начинаете слышать биение собственного сердца, и оно кажется вам оглушительным в этом мертвом, стерильном пространстве. Холод — ваш единственный постоянный спутник. Остров пропитан сыростью, которая проникает сквозь пористый крошащийся бетон и заставляет вашу робу липнуть к телу. Из крана течет вода, температура которой едва превышает точку замерзания, и даже мытье превращается в испытание воли. К этому добавляется едкий, неистребимый запах, смесь ржавчины, плесени и зловония из туалетов, которые смываются соленой морской водой. Эта соль разъедает все — металл решеток, арматуру внутри стен и, в конечном счете, человеческий разум. Вы сидите на койке, и стены начинают медленно двигаться на вас. Это не галлюцинация, это клаустрофобия, возведенная в ранг государственной политики. В Алькатрасе камеры спроектированы так, чтобы ни одна из них не примыкала к внешней стене здания. Вы всегда находитесь внутри бетонного кокона, окруженного другими коридорами и другими решетками. У вас нет окна, через которое можно увидеть небо, только узкий проем решетки, смотрящий на Бродвей. Центральный проход, где за вами неустанно следят глаза надзирателей из оружейных галерей. Вы — зверь в клетке, выставленный на показ, но при этом абсолютно одинокий в своем безумии. Это одиночество настолько глубокое, что некоторые заключенные не выдерживали. История скалы помнит тех, кто в порыве отчаяния отрубал себе пальцы топором, лишь бы на мгновение вырваться из этого бетонного гроба в лазарет. Здесь время теряет смысл, минуты тянутся как часы, а годы сливаются в один бесконечный серый туман. Вы — просто гнилое яблоко в мусорном баке Сан-Франциско, и система сделает все, чтобы вы об этом не забыли. Но самое страшное наступает тогда, когда вы понимаете, что эта камера еще не самая худшая. В блоке D есть дыра, где нет даже того минимума, что есть у вас. Там только тьма, холод и голый пол. Ваша психика ищет, за что зацепиться, но реальность Алькатраса — это жесткая механика. Здесь нет места спонтанности.
Каждый ваш вдох, каждый шаг регламентирован правилами, которые вы обязаны выучить наизусть. И вот, когда тишина становится почти невыносимой, ее разрезает резкий металлический звук свистка. Это сигнал. Ваше время в одиночестве подошло к концу. Но это не значит, что вы свободны. Это значит, что начинается новый этап вашего заключения. Как выглядит день человека, у которого отобрали волю, и почему в этой тюрьме даже поход в столовую считался самой опасной частью суток? В 6:30 утра вашу камеру сотрясает не просто звук, а удар. Резкий, пронзительный свисток, который вырывает вас из забытья и возвращает в бетонную реальность. У вас есть ровно 25 минут, чтобы заправить койку, вымыть лицо ледяной водой из крана и привести свой крошечный мир в идеальный порядок. Любая небрежность, любая забытая на полу соринка — это риск лишиться тех немногих привилегий, которые здесь заменяют жизнь. В 6:55 звучит второй сигнал, и массивные стальные засовы отодвигаются одновременно, выбрасывая сотни людей в узкие коридоры Бродвея и Мичиган-авеню. Вы идете плечом к плечу, но в абсолютной тишине, чувствуя на затылке взгляды охранников из оружейных галерей. Ваш путь лежит в столовую, место, которое администрация называет самым опасным на острове. Здесь все подчинено свистку. По первому сигналу вы берете поднос, по второму приступаете к еде, по третьему кладете вилки и ложки строго на определенное место. У вас есть ровно 20 минут, чтобы проглотить завтрак, который, по иронии судьбы, считается лучшим в тюремной системе. Хорошая еда в Алькатрасе — это не милосердие, а холодный расчет. Сытый заключенный меньше склонен к бунту. Но даже когда вы едите апельсиновый сок и горячие каши, вы не можете не смотреть на потолок, где в железных балках спрятаны канистры со слезоточивым газом, готовые открыться по первому нажатию кнопки в диспетчерской. После завтрака начинается бесконечный цикл контроля. В Алькатрасе вас пересчитывают 13 раз в сутки. Каждые 1,5-2 часа система проверяет, не растворились ли вы в тумане залива. В 7:30 те, кто заслужил право на работу безупречным поведением, отправляются в мастерские — шить армейскую форму, чистить белье или делать щетки. Работа здесь считается величайшим благом, потому что альтернатива ей — 23 часа в одиночном бетонном мешке, где тишина начинает физически давить на барабанные перепонки. Каждые несколько минут вы проходите через электромагнитные металлоискатели, которые реагируют даже на крошечный обломок ложки, спрятанный в подошве. Время в Алькатрасе не течет, оно капает, как вода из неисправного крана. В 11:20 обед. Затем короткий 30-минутный отдых в камере и снова работа до 16:15. Монотонность этих действий превращает дни в недели, а годы в один бесконечный серый туман. Вы живете по расписанию, в котором нет места для «я», только для порядкового номера на вашей синей рубашке. В 16:50 за вами захлопывается дверь камеры для финального подсчета. И наступает самое тяжелое время — вечер. С 17:30 до 19:00 наступает час музыки, когда разрешено играть на инструментах или слушать радио в наушниках. Это единственный момент, когда канонада звуков позволяет забыть о клаустрофобии, прежде чем в 21:30 свет погаснет окончательно. В этой тюрьме у человека отбирают все, кроме его биологических потребностей. Вы имеете право на еду, одежду, кров и медицинскую помощь. Это закон. Все остальное — письмо матери раз в месяц, книга из библиотеки, даже 10-минутный горячий душ — это привилегии, которые могут быть отобраны в любую секунду за косой взгляд или неосторожное слово шепотом. Вы находитесь внутри совершенной машины, которая не просто держит вас в неволе, а методично стирает вашу личность, превращая вас в спицу в колесе, как любил говорить первый начальник тюрьмы Джонстон.
Но за каждым вашим шагом, за каждым вздохом и за каждым мгновением этой удушающей рутины стоят люди, чья работа — быть вашими тенями. Кто же они? Те, кто согласился провести свои лучшие годы на скале, добровольно запершись на острове вместе с самыми опасными преступниками страны. И каково это — каждый день возвращаться после смены не в город, а в соседнее здание на том же обломке скалы, зная, что от врага вас отделяет всего несколько слоев стали и бетона. В Алькатрасе вы никогда не бываете по-настоящему одни. За каждым вашим вдохом, каждым движением и даже каждой мыслью, отразившейся на лице, следят сотни глаз. Система наблюдения здесь — это не просто люди на вышках, это совершенная архитектура тотального подавления, где пространство спроектировано так, чтобы вы чувствовали себя микробом под микроскопом. Главный элемент этой системы — оружейные галереи, возвышающиеся над обоими концами тюремных блоков. Это узкие мостики, защищенные стальными решетками, по которым неустанно патрулируют охранники, вооруженные пулеметами Томпсона и автоматическими винтовками. Самое пугающее в этих галереях то, что они абсолютно недоступны для заключенных. Входы в них находятся за пределами камерного блока, что исключает любую возможность захвата оружия во время бунта. Вы идете по Бродвею, а над вашей головой, в тени стальных прутьев, постоянно лязгают затворы, напоминая, что любая ошибка станет последней. Снаружи скалу опоясывают 6 сторожевых башен, расположенных в стратегических точках острова. С этих позиций снайперы просматривают каждый сантиметр открытого пространства, а ночью мощные прожекторы разрезают туман, сканируя не только территорию тюрьмы, но и ледяные воды залива. Любому гражданскому судну запрещено приближаться к острову ближе, чем на 200 ярдов. Нарушение этой границы дает охране право открыть огонь без предупреждения. В Алькатрасе реализовано самое низкое соотношение количества заключенных к числу охранников во всей американской системе. На каждых 3 арестантов приходится 1 сотрудник, чья единственная задача — не дать вам исчезнуть. Эти люди не воспитатели, они не обучены реабилитации. Их учили только безопасности и жесткому контролю. Контроль в Алькатрасе имеет свой ритм, который вгрызается в сознание. Вас пересчитывают 13 раз в сутки. Каждые 1,5-2 часа система должна убедиться, что вы все еще на месте. Даже ночью, когда вы пытаетесь забыться сном, по коридору проходит патруль, и луч фонарика бьет вам прямо в глаза, проверяя, дышит ли тело под одеялом. Этот навязчивый, методичный подсчет превращает вашу жизнь в последовательность цифр в блокноте надзирателя. Малейшее несоответствие, 1 пустая койка, и остров содрогнется от рева сирены, которую слышно даже на набережной Сан-Франциско. Технологии репрессион в Алькатрасе опережали свое время. На входах в столовую и мастерские установлены электромагнитные детекторы металлов. В 30-е годы это казалось магией, от которой невозможно спрятать даже обломок пилки. Но самое страшное скрыто под потолком столовой. Там, в железных балках, спрятаны канистры со слезоточивым газом, которые начальник тюрьмы может активировать дистанционно одним нажатием кнопки в своей диспетчерской. Столовая считается самым опасным местом на острове, потому что именно здесь сотни преступников собираются вместе, и администрация готова в любую секунду превратить этот зал в газовую ловушку. Здесь даже вилки и ложки после еды раскладываются на столах в строгом порядке и пересчитываются под прицелом охранников, чтобы ни один кусок металла не превратился в заточку. Ваша жизнь здесь регламентирована сводом правил, которое официально называется «Правила и положения для управления и дисциплины». В этой тюрьме у человека нет гражданских прав. У вас есть только 4 базовые потребности, которые государство обязано удовлетворить: право на еду, одежду, кров и медицинскую помощь. Все остальное — работа в мастерских, посещение библиотеки, письмо матери или возможность послушать радио в наушниках — это привилегии, которые нужно выкупать безупречным поведением. В первые годы существования тюрьмы здесь царил закон молчания.
Заключенным запрещалось разговаривать даже шепотом, и эта тишина была тяжелее бетонных стен. Каждый ваш шаг контролируется свистком. Свисток на подъем, свисток на выход из камеры, свисток на начало еды и свисток на отбой. Вы обязаны бриться 3 раза в неделю перед зеркалом, которое встроено в стену, и ваша камера должна быть в идеальном порядке. Любая пылинка может стать поводом для дисциплинарного взыскания. Ваша почта читается и цензурируется. Ваши посетители, если вы заслужили право на встречу раз в месяц, отделены от вас толстым пуленепробиваемым стеклом, а разговор ведется через телефонную трубку под присмотром офицера. Если вы попытаетесь заговорить не на английском языке или затронуть запретную тему, связь будет немедленно прервана. Эта система создана для того, чтобы вы чувствовали себя ничем, просто спицей в колесе, как говорил первый начальник тюрьмы Джонстон. Вы находитесь внутри механизма, который не знает жалости и не допускает отклонений. Но что происходит с теми, кто все же решается бросить вызов этой машине контроля? Для тех, кто не желает быть послушным заключенным, у Алькатраса припасено нечто гораздо более страшное, чем просто тесная камера и холодная вода залива. За порогом общего режима начинается территория абсолютной тьмы, где правила перестают быть просто ограничениями и превращаются в инструмент медленного разрушения человеческой психики. Вы слышите, как в конце коридора блока D со скрежетом закрывается массивная стальная дверь. Это звук вашего вступления в дыру. Если обычные камеры Алькатраса казались заключенным адом, то в конце блока D находился его самый глубокий, 9-й круг. Вы покидаете относительный уют общего режима, проходите через двойные стальные решетки и оказываетесь в месте, которое сами арестанты называли блоком лечения. Но в этих словах не было ни капли милосердия. Здесь, за 6 массивными стальными заслонами, инженерия скалы достигала своего апогея в искусстве методичного разрушения человеческой личности. Добро пожаловать в дыру. Место, где время перестает течь, а пространство сжимается до размеров бетонного гроба. Вы слышите этот глухой, вакуумный звук? Это закрывается внешняя стальная дверь, отсекая вас от последнего луча света и малейшего звука из коридора. Внутри дыры царит абсолютная осязаемая тьма. Стены здесь выкрашены в черный цвет, чтобы поглощать даже те крошечные фотоны, которые могли бы просочиться через щели. В этой темноте ваши глаза быстро теряют способность фокусироваться, и вы начинаете видеть галлюцинации просто потому, что мозг отчаянно пытается создать хоть какую-то картинку в пустоте. Условия внутри доведены до первобытной жестокости. Камера размером 1,5 на 2,5 метра кажется еще меньше из-за низкого потолка. Вы можете коснуться его, просто вытянув руку вверх. Здесь нет мебели. Вообще. Ни койки, ни стола, ни стула. Только 4 сырых бетонных стены, пропитанных едким морским солевым туманом. Вы стоите на ледяном полу, и холод начинает медленно подниматься по вашим ногам, вгрызаясь в кости. Если вам повезло попасть в обычную одиночку блока D, у вас будет раковина и унитаз. Но если вас определили в камеру номер 14, известную как Восточная или стриптиз-камера, ваш мир сокращается до дыры в полу. В стриптиз-камере система срывает с вас последние остатки достоинства. Вас раздевают догола и заталкивают в бетонный мешок без единого клочка ткани. Здесь нет туалетной бумаги, нет мыла, нет зубной щетки. Запах внутри невыносим. Это концентрированное зловоние неисправной канализации и гниющей сырости, которое Генри Янг описывал как «шаг в выгребную яму». Самое изощренное издевательство заключалось в том, что смыв туалета контролировал охранник снаружи. Он мог оставить ваши отходы внутри на несколько дней, превращая камеру в биологическую ловушку. Тишина в дыре — это не отсутствие звука, это физическое давление. В первые годы здесь действовал режим абсолютного безмолвия, и любое нарушение каралось продлением срока в карцере.
Вы начинаете слышать свист в собственных ушах. Удары сердца превращаются в грохот барабана, а каждый ваш вздох кажется оглушительным. Чтобы не сойти с ума, заключенные придумали жуткую забаву. Они отрывали пуговицу от своей робы, подбрасывали ее в темноте, кружились на месте, а затем на четвереньках искали ее на ощупь, пока на ладонях не появлялись кровавые мозоли. Это была единственная доступная им форма деятельности, крошечный способ занять разум, пока он не начал пожирать сам себя. Потеря времени в этих стенах наступает пугающе быстро. Без окон, без смены дня и ночи, без часов вы теряете ориентацию уже через несколько часов. Администрация использовала это как инструмент пытки. Вам могли выдать 2 одеяла в 5 часов вечера, чтобы вы могли поспать на голом бетоне, но уже на рассвете их забирали, заставляя вас проводить весь день в вертикальном положении или на четвереньках, чтобы не касаться ледяного пола телом. Ваш желудок тоже теряет ритм. В дыре вас могли кормить 1 раз в 5 дней, а в промежутках давать лишь несколько ломтиков сухого хлеба. Жестокость системы проявлялась и в редких гигиенических процедурах. Если в общем блоке горячий душ был способом размягчить тела заключенных перед ледяным заливом, то в одиночке баня выглядела иначе. Бывшие узники вспоминали, как на них просто выливали ведро ледяной воды прямо в камере. Это называлось купанием в условиях строгой изоляции. В такие моменты человек переставал быть личностью и превращался в биологический объект, единственная задача которого — выжить до следующего утра, смысл которого он уже не понимает. Многие не выдерживали. История Алькатраса полна случаев, когда после нескольких недель в блоке «Д» люди начинали кричать без остановки, пока их не увозили в психиатрическое отделение. Или прибегали к членовредительству, чтобы просто увидеть другого человека в лазарете. Здесь сидел Роберт Страут, птицелов, который провел в одиночке 6 лет. Но даже его железная воля была исключением. Для большинства скала в этом месте достигала своей цели. Она не просто изолировала гнилое яблоко, она методично вычищала из него все человеческое, оставляя лишь пустую оболочку под порядковым номером. Но что происходит с человеческим разумом, когда он оказывается заперт в 4 квадратных метрах абсолютной пустоты? Какие защитные механизмы включает психика, чтобы не раствориться в этой бесконечной черной тишине? И почему некоторые заключенные, пройдя через этот ад, выходили из него не сломленными, а еще более опасными и расчетливыми, чем прежде? Ответ кроется в темных лабиринтах психологии выживания, где грань между гениальностью и безумием становится тоньше стального прута решетки. Вы не просто находитесь в тюрьме, вы заперты внутри механизма, предназначенного для методичного удаления вашей человечности. В Алькатрасе стены не просто удерживали тело, они сдавливали разум, пока он не начинал трещать, как старый бетон острова под ударами шторма. Здесь тишина была не отсутствием звука, а физическим весом, который давил на барабанные перепонки месяцами и годами. Один из бывших надзирателей позже признавался, что чувствовал себя не охранником, а смотрителем зоопарка, потому что система Алькатраса превращала людей в затравленных зверей. Самое страшное начиналось, когда гасли огни. В первые годы существования скалы здесь действовал режим абсолютного безмолвия. Любое слово, сказанное даже шепотом, могло стоить вам недель в карцере. Представьте себе сотни взрослых мужчин, которые годами живут бок о бок, не имея права обменяться даже взглядом. Психологическое давление было настолько колоссальным, что заключенные начинали слышать голоса там, где их быть не могло. Охранники описывали случаи, когда люди часами стояли, прижавшись ухом к стене, пытаясь уловить хоть какой-то звук из внешнего мира. Но слышали лишь вой ветра и рыдания, доносившиеся будто из самого камня. Администрация тюрьмы превратила страх в форму искусства. Чтобы подавить любую мысль о сопротивлении, надзиратели устраивали настоящие психологические спектакли.
Перед каждым отбоем во дворе устанавливали манекены в человеческий рост и расстреливали их из автоматов на глазах у заключенных. Грохот очередей Томпсона разносился по коридорам, напоминая каждому: «Вот что будет с тобой, если ты сделаешь шаг за черту». Окровавленные куклы оставались лежать на бетоне до самого утра, как немой урок неотвратимости смерти. Психика ломалась не сразу, но бесповоротно. Первым, чья воля рассыпалась в пыль, стал Эд Вудке. Он совершил первое самоубийство в истории Скалы, просто не выдержав бесконечного ожидания в 4 стенах. Но были случаи и страшнее. Заключенный Руф Пёрсфул в порыве абсолютного безумия схватил топор в тюремной мастерской и одним махом отрубил себе пальцы на левой руке, после чего спокойно протянул топор другому арестанту, умоляя сделать то же самое с правой. Это не была попытка побега. Это был крип человека, для которого физическая боль стала единственным способом заглушить кошмар изоляции. Даже короли преступного мира превращались здесь в тени самих себя. Аль Капоне, который в Атланте спал на шелковых простынях и курил дорогие сигары, в Алькатрасе стал просто номером 85. Другие заключенные презирали его за послушание и называли фальшивым Капоне. Когда однажды ему пригрозили убийством, великий гангстер, державший в страхе Чикаго, залез в свою камеру, накрылся простыней с головой и разрыдался, как испуганный ребенок. Остров стер его личность еще до того, как его разум окончательно разрушил нейросифилис. Последствия такого давления были катастрофическими. История Генри Янга — наглядное тому подтверждение. После 22 месяцев, проведенных в почти полной темноте и одиночестве блока «Д», он вышел в общий блок и через несколько дней на глазах у всех убил другого заключенного, Руфуса Маккейна, вонзив ему нож в горло. На суде адвокаты Янга прямо заявили: это не было убийством, это был побочный продукт жестокого и необычного наказания, которое сделало его безумным. Тюрьма, призванная исправлять, превращала людей в неконтролируемые орудия мести. Вы смотрите через решетку окна на залив. Всего в 2 километрах сверкают огни Сан-Франциско. Вы слышите смех людей на набережной и гудки паромов. Свобода настолько близко, что вы чувствуете запах ее парфюма и кофе. Но между вами и этой жизнью лежит ледяная вода с температурой 10 градусов, где ваше тело оцепенеет через считанные минуты. И именно это осознание, что жизнь продолжается без вас всего в паре минут плавания, становилось последним ударом, разрушающим человеческий дух. Алькатрас был спроектирован как конечная точка пути, где человек должен был просто исчезнуть. Однако система совершила одну фундаментальную ошибку. Пытаясь превратить людей в послушные цифры, она забыла, что самое опасное существо на Земле — это тот, кому больше нечего терять. Когда страх перед смертью становится меньше, чем страх перед еще одним днем в бетонном гробу, рождаются самые безумные идеи. 36 человек за всю историю тюрьмы решили, что лучше утонуть в ледяной бездне залива, чем позволить скале окончательно сожрать свой разум. Они прыгали с обрывов под пули снайперов, пытались уплыть на пустых бочках и шили костюмы из резиновых дождевиков. Почему же, зная, что шансов на успех практически нет, эти люди все равно делали свой шаг в пустоту? И какая из 14 попыток заставила правительство США признать: идеальной тюрьмы не существует? В официальных отчетах Бюро тюрем Алькатрас значился как объект, из которого невозможно вернуться живым без разрешения властей. За 29 лет существования скалы это утверждение превратилось в незыблемую догму, подкрепленную холодным расчетом инженеров и самой природой. 36 заключенных за всю историю тюрьмы предприняли 14 попыток побега. Но статистика скалы осталась неумолимой. 23 человека были схвачены, 6 застрелены при попытке к бегству,
2 утонули, а 5 бесследно исчезли в ледяной бездне залива. Для каждого, кто оказывался на этом острове, первой и последней мыслью было, как уйти. Но реальность Алькатраса разбивала эти мечты о скалы. Вы смотрите на берег Сан-Франциско, и кажется, что до него можно дотянуться рукой. Всего 2 километра отделяют вас от огней большого города. Но эти 2 километра – самая смертоносная дистанция в мире. Вода в заливе редко прогревается выше 10-12 градусов, и для человеческого организма это означает не просто холод, а неизбежную гипотермию. Администрация тюрьмы превратила биологию в элемент системы безопасности, введя обязательный горячий душ для заключенных. Это не было жестом милосердия. Тела арестантов привыкали к теплу, и в случае прыжка в ледяную воду залива шок наступал мгновенно, лишая мышцы возможности двигаться, а сердце – способности биться уже через 20 минут. Но даже если бы ваше сердце выдержало холод, вас ждали течения, чей рельеф дна вокруг острова напоминает смертельный лабиринт с впадинами и горами высотой в многоэтажный дом. Приливы и отливы здесь закручиваются с такой силой, что скорость воды в 2 раза превышает скорость течения перед Ниагарским водопадом, утягивая любого пловца прямо в открытый океан. У беглеца было лишь крошечное 30-минутное окно во время смены течения, когда шансы достичь берега не были равны нулю. Но рассчитать это время без приборов было невозможно. К этому добавлялись туманы, настолько густые, что в 15 метрах от берега вы полностью теряли ориентацию, не понимая, плывете ли вы к свободе или кружите на месте, пока силы не покинут вас. Первая задокументированная попытка побега в 1936 году показала всю тщетность сопротивления системе. Джозеф Боуэс, заключенный номер 210, внезапно бросил тачку с мусором и бросился к забору, игнорируя крики охраны. Он успел перелезть через ограждение, но пуля снайпера с вышки Уэст-Роуд настигла его в воздухе. Боуэрс упал с 15-метрового обрыва и разбился о камни. Скала словно поняла его в свои объятия, напоминая остальным, что выход отсюда лежит только через смерть или полное подчинение. После этого случая охрана получила четкое подтверждение: на острове нет места предупредительным выстрелам. Через год, в декабре 1937-го, Теодор Коул и Ральф Роу решили использовать уязвимость тюремных мастерских. Воспользовавшись густым туманом, они перепилили решетки окна украденными напильниками и прыгнули в залив, имея при себе лишь пустые канистры, чтобы держаться на плаву. Их тела так и не были найдены, и хотя ФБР официально признала их утонувшими, их исчезновение стало первой трещиной в мифе о стопроцентной надежности скалы. В ответ на это мастерские были немедленно перестроены, а режим охраны ужесточен до предела, чтобы исключить даже теоретическую возможность повторения подобного сценария. В 1939 году скалу попытался взломать Артур «Док» Баркер, один из самых опасных гангстеров своего времени. Он и 4 его сообщников обнаружили, что решетки в блоке «Б» были сделаны из мягкой стали, оставшейся еще со времен военной тюрьмы. Ночью они перепилили прутья, выбрались через окно и добрались до кромки воды, где начали лихорадочно сооружать плот из коряк. Однако именно здесь, в шаге от воды, их настигли лучи прожекторов. Охрана открыла огонь. Баркер был смертельно ранен, а остальные сдались, поняв, что ледяная бездна перед ними страшнее пуль за спиной. Этот провал привел к тому, что все старые решетки Алькатраса были заменены на закаленную сталь, которую невозможно было перепилить обычной ножовкой. Даже те, кому удавалось совершить невозможное и переплыть залив, обнаруживали, что скала не отпускает свою добычу. В конце 1962 года заключенный Джон Скотт сумел выбраться из кухни, добежать до воды и проплыть 2 километра до самого моста «Золотые ворота».
Его нашли на берегу, но он был настолько истощен и обессилен холодом, что упал без сознания прямо в руки полиции, так и не успев сделать ни одного шага по земле свободы. Его пример стал окончательным доказательством. Даже если вы победите течение и туман, холод воды заберет у вас волю к жизни быстрее, чем вы коснетесь песка на той стороне. Алькатрас стоял посреди залива как символ абсолютного контроля, где на каждого заключенного приходилось 3 охранников, а переклички проводились 13 раз в день. Система была доведена до автоматизма, и казалось, что человеческий фактор полностью исключен из уравнения. Власти были уверены, скала — это тупик, конечное место назначения, из которого нет и не может быть выхода для живого человека. Никто не верил, что в условиях тотальной слежки, где даже столовые приборы пересчитываются после каждой еды, можно подготовить что-то более сложное, чем импульсивный прыжок со скалы. Но именно эта самоуверенность администрации стала их главной слабостью. Пока надзиратели верили в несокрушимость бетонных стен и ледяной воды, в глубоких нишах блока Б рождался план, который должен был навсегда изменить историю американского правосудия. 3 человека, чьи имена станут легендами, начали свою тихую войну против скалы, используя самые обыденные предметы для совершения невозможного. Они знали о каждом провале своих предшественников, о каждой пуле и каждом утопленнике, но это их не остановило. Фрэнк Моррис, человек с IQ гения, понимал то, чего не понимали другие. Идеальных систем не существует, есть только те, чьи изъяны еще не найдены. Вместе с братьями Энглин он начал методично изучать состав крошащегося бетона и ритм тюремной жизни, готовясь нанести удар в самое сердце скалы. То, что они задумали, выходило за рамки обычного побега. Это была грандиозная инженерная операция, проводимая под самым носом у вооруженной охраны. Как им удалось целый год скрывать свои работы, имея в распоряжении лишь столовые ложки и мотор от старого пылесоса? Каким образом они смогли обмануть ночные обходы, оставив в койках нечто, что заставило охрану верить в их присутствие до самого утра? И самое главное, куда на самом деле уплыл их самодельный плот из дождевиков в ту роковую ночь 11 июня 1962 года? Пришло время разобрать по минутам самый дерзкий побег в истории, который заставил правительство США закрыть самую строгую тюрьму мира всего через год после исчезновения 3 заключенных. В истории Алькатраса было много отчаянных людей, но эти 4 заставили систему содрогнуться. Фрэнк Моррис, братья Джон и Кларенс Энглины, а также Аллен Уэст, они не были просто преступниками. Они были мастерами побега, для которых скала стала последним вызовом. Фрэнк Моррис обладал IQ 133, показатель, который ставил его в один ряд с 2% самых умных людей планеты. Сирота, скитавшийся по приютам, он начал совершать преступления с 13 лет и к моменту прибытия на остров имел за плечами 11 успешных побегов из других тюрем. Братья Энглины, осужденные за ограбление банков, были менее интеллектуальны, но обладали золотыми руками и невероятной находчивостью. Все они оказались здесь по одной причине. Администрация других тюрем, США, расписалась в своем бессилии их удержать. Вы слышите этот ритмичный звук? Это не просто шум прибоя. Это скрежет металла, а старый разъеденный солью бетон. Подготовка к самому дерзкому побегу в истории началась в сентябре 1961 года, когда заговорщики добились перевода в соседние камеры в блоке Б. План был гениален в своей простоте. Выбраться через вентиляционные отверстия в задней стене камер, которые вели в узкий, шириной всего метр, служебный коридор с коммуникациями. Проблема была в том, что проемы размером 10 на 20 сантиметров были слишком малы для человека. Каждый вечер, когда в тюрьме наступал час музыки, с 17:30 до 19:00, стены Алькатраса наполнялись какофонией звуков.
Пока один из заключенных громко играл на аккордеоне или слушал радио, а другие следили за охранниками через самодельные перископы, Моррис и Эндлины принимались за работу. Они использовали обычные столовые ложки, украденные в столовой и заточенные о бетонный пол. Чтобы ускорить процесс, Моррис соорудил самодельную электробрель из мотора от старого пылесоса и серебряной монеты, припаянной к сверлу. Медленно, дюйм за дюймом, они вытравливали крошащийся цемент вокруг решеток. Но как скрыть дыру в стене от ежедневных проверок? Здесь в игру вступил художественный талант Кларенса Эндлина. Беглецы изготовили фальшивые вентиляционные решетки из картона и обложек для тетрадей, покрасив их в тюремный зеленый цвет краской, украденной из мастерской. При тусклом свете ламп в глубине камеры эти заглушки были абсолютно неотличимы от настоящих стальных решеток. Весь вырытый бетон они выносили в карманах и незаметно высыпали во время прогулок во дворе. Когда проходы в служебный коридор были готовы, возникла новая, почти невыполнимая задача. Как обмануть охрану ночью? В Алькатрасе ночные патрули каждые 2 часа светили фонариком в камеру, проверяя, на месте ли тело. Заговорщики начали создавать дублеров, муляжи голов, которые должны были спать в их койках. Материалом послужила адская смесь из мыла, зубной пасты, цементной пыли и туалетной бумаги. Джон Эндлин, работавший в тюремной парикмахерской, месяцами собирал обрезки человеческих волос, которые они затем бережно приклеивали к макетам для придания им жуткой реалистичности. Один из участников теста позже вспоминал: «Это выглядело настолько натурально, что не хватало только храпа». Служебный коридор стал их секретным путем на чердак блока камер. Там, на высоте 12 метров над землей, они организовали тайную инженерную мастерскую. Чтобы охранники, патрулировавшие крышу, ничего не заметили, Ален Уэст, занимавшийся ремонтом потолков, предложил развесить вокруг их рабочей зоны одеяло, якобы для защиты пола от пыли. В этой частной мастерской, всего в 4 метрах над головами надзирателей, вооруженных пулеметами Томпсона, они строили свое судно для спасения. Моррис изучал статьи в журналах Popular Mechanics, находя там инструкции по созданию плотов и жилетов. Из более чем 50 прорезиненных армейских дождевиков, вымененных или украденных у других заключенных, они начали шить надувной плот размером 2 на 4 метра. Для герметизации швов они использовали клей и тепло от паровых труб, буквально сплавляя материал воедино. Весла были вырезаны из фанеры и обломков досок, а насосом для надувания плота стала обычная гармошка-концертина, к мехам которой они приспособили клапан. Десятки бессонных ночей они проводили наверху, зная, что любой звук, эхом разлетающийся по бетонному корпусу, может стать для них смертным приговором. К июню 1962 года все было готово. У них были плот, жилеты, весла и даже самодельные фонарики. Выходом из ловушки должна была стать старая вентиляционная шахта, ведущая на крышу, решетку которой они заранее тайно демонтировали, заменив болты их мыльными копиями. Напряжение достигло предела. Администрация начала замечать странные запахи клея, а один из охранников сообщил, что слышал громкий удар со стороны крыши, но проверку так и не назначили. 11 июня 1962 года. После финальной переклички в 21:30 в Алькатрасе погас свет. Моррис подал знак. В камерах под одеяло легли фальшивые головы с волосами парикмахерской, а 3 мужчин протиснулись в узкие лазы за раковинами. 4-й, Ален Уэст, так и не смог выбраться. Его заглушка, которую он слишком плотно зацементировал для маскировки, застряла намертво. Оставив его позади, Моррис и братья Эндлины поднялись по трубам на чердак, захватили свой громоздкий груз и вылезли через люк на продуваемую ледяным ветром крышу скалы. Перед ними в тумане сверкал Сан-Франциско, а под ними, в 100 метрах, бушевали черные воды залива, температура которых в ту ночь была не выше 10 градусов. Им предстояло спуститься по 15-метровой водосточной трубе прямо под носом у охраны на вышках
и преодолеть 2 забора с колючей проволокой. Они знали, что официально из Алькатраса никто не уходил живым. Но обратного пути больше не было. Моррис и братья Энглины начали спуск в бездну. Через несколько минут они достигнут кромки воды в мертвой зоне прожекторов и спустят на воду свой плот из дождевиков. Но что на самом деле произошло в ту роковую ночь посреди залива? И почему ФБР до сих пор отказывается верить в существование синего «Шевроле», угнанного всего в нескольких километрах от берега? 11 июня 1962 года. Над заливом Сан-Франциско сгущаются сумерки, а скала погружается в свой привычный стерильный кошмар. В 21:30 по коридорам Алькатраса разносится финальный свисток — сигнал к отбою. Вы слышите, как одновременно срабатывают массивные рычаги в конце блоков, и 15 стальных дверей с грохотом отсекают заключенных от внешнего мира. В блоке «Б» наступает тишина. Но сегодня она иная. Она вибрирует от напряжения, которое копилось здесь долгие 9 месяцев. В камере Фрэнка Морриса и братьев Эндлин под одеялами уже лежат дублеры. Эти фальшивые головы, созданные из мыла, цементной пыли и туалетной бумаги, выглядят пугающе реалистично в тусклом свете ночного дежурного освещения. Джон Эндлин, работавший в парикмахерской, месяцами собирал обрезки волос, чтобы приклеить их к муляжам. Теперь кажется, что заключенные просто крепко спят, отвернувшись к стене. Охранник проходит мимо. Луч его фонарика скользит по подушкам в ходе одной из 13 обязательных ежедневных проверок. Он не замечает подвоха. Если бы он хотя бы раз коснулся этой головы дубинкой, она бы просто скатилась на пол, обнажив пустоту под одеялом. Как только шаги надзирателя стихают, Моррис подает знак. Они отодвигают свои раковины и вынимают фальшивые вентиляционные решетки, сделанные из крашеного картона. За ними скрываются черные дыры, результат 1000 часов кропотливого труда обычными столовыми ложками. Моррис, чей IQ равен 133, первым протискивается в узкий лаз размером всего 10 на 20 сантиметров. Это пространство настолько тесное, что человек весом более 60 килограммов просто застрял бы в нем навсегда. Они оказываются в служебном коридоре, мрачном бетонном ущелье шириной меньше метра, заполненном трубами и кабелями. Здесь пахнет сыростью и старой известью. Ален Уэст, 4-й участник заговора, отчаянно пытается выбраться из своей камеры, но его заглушка застряла. Он слишком тщательно укрепил ее цементом, чтобы скрыть следы раскопок. Моррис и Эндлины понимают, ждать нельзя. Оставив сообщника позади, они начинают вертикальный подъем. Вы видите их тени, карабкающиеся по хитросплетениям труб на чердак блока, расположенный в 12 метрах над полом тюрьмы. Каждый лязг металла, каждый тяжелый вздох эхом разлетается по пустому селл-хаус, где любая акустическая аномалия должна привлечь внимание охраны. Но наверху их ждет тайная мастерская, зона, которую они месяцами скрывали за развешанными одеялами под предлогом защиты полов от пыли во время ремонта потолка. Там, в темноте чердака, они забирают свой бесценный груз. Надувной плот и спасательные жилеты, сшитые из 55 прорезиненных армейских дождевиков. Швы этого судна были герметизированы с помощью клея и тепла от паровых труб. От прочности этих соединений теперь зависят их жизни. Они подходят к вентиляционной шахте, ведущей на крышу. Моррис заранее выкрутил заклепки, заменив их имитациями из мыла. С помощью самодельной распорки они отгибают стальной прут, приподнимают массивный люк и выталкивают плот наружу. В 22:45 трое мужчин выбираются на продуваемую ледяным ветром крышу Алькатраса. Охранник на одной из вышек позже сообщит, что слышал громкий удар, но туман и темнота скрыли беглецов. Перед ними залив. Позади них город Сан-Франциско, чьи огни издевательски мерцают всего в паре километров. Но чтобы добраться до воды, им нужно совершить еще один безумный шаг.
Они начинают спуск по 15-метровой водосточной трубе, идущей от пекарни прямо по внешней стене тюрьмы. Это происходит в мертвой зоне прожекторов, но охранники на вышках с пулеметами Томпсона находятся всего в нескольких десятках метров. Их пальцы скользят по холодному металлу, а одежда цепляется за колючую проволоку 4-метровых заборов, которые они преодолевают, набросив сверху тюремные куртки. Наконец, их ботинки касаются разбитого бетона на северо-западном берегу острова у самой кромки воды. Температура в заливе в эту ночь не превышает 10 градусов. Моррис достает переделанный аккордеон-концертину. Он служит насосом. Вы слышите этот ритмичный, скрипучий звук мехов, который в тишине ночи кажется оглушительным. Плот медленно наполняется воздухом, обретая форму треугольника 2 на 4 метра. Время 23:40. Это идеальное приливное окно. Всего 30 минут, когда течение не унесет их в открытый океан, а может вытолкнуть к материку. Они спускают судно на воду, запрыгивают внутрь и начинают яростно грести фанерными веслами, которые Моррис вырезал из обломков ящиков. Ледяные брызги обжигают лица, а плот прогибается под весом 3 мужчин. Но они не останавливаются. В этот момент скала начинает исчезать. Густой влажный туман, типичный для Июньского залива, медленно поглощает их хлипкое судно. Видимость падает до 15 метров, и через мгновение очертания тюрьмы, башен и прожекторов растворяются в серой мгле. Тишина залива смыкается над ними, оставляя лишь шум прибоя и далекий гул города, до которого им еще предстоит доплыть. Утром, когда в 7:00 охранник снова заглянет в камеру номер 138 и увидит, что заключенный Моррис все еще не проснулся, он толкнет его голову дубинкой, и она со стуком упадет на бетон. Но самих беглецов здесь уже не будет. Фрэнк Моррис и братья Энглины просто исчезли в тумане, оставив после себя лишь крошащийся бетон и одну из величайших загадок XX века. Были ли они поглощены ледяной бездной, или их плот коснулся берега в тени моста «Золотые ворота»? Скала унесет этот секрет с собой в могилу. Утро 12 июня 1962 года в Алькатрасе должно было начаться, как сотни других, с мерного гула просыпающейся тюрьмы и лязга стали. В 7:00 надзиратель, делавший плановый обход, остановился у камеры номер 138, где содержался Фрэнк Моррис. Заключенный все еще лежал под одеялом, плотно укутавшись, словно игнорируя сигнал к подъему. Охранник недовольно постучал по решетке, но тело не шелохнулось. Тогда он просунул дубинку сквозь прутья и толкнул голову спящего. В это мгновение мир Алькатраса перевернулся. Голова с глухим стуком скатилась с подушки и упала на бетонный пол. Надзиратель в ужасе отпрянул, глядя на то, что мгновение назад считал человеком. На полу лежал искусно выполненный муляж из смеси мыла, зубной пасты, цементной пыли и туалетной бумаги, украшенный настоящими волосами из тюремной парикмахерской. Через несколько минут подобные находки были обнаружены в камерах братьев Энглин. Тюрьму, которая десятилетиями считалась абсолютным тупиком человеческой воли, пронзил оглушительный вой сирены, который был слышен даже на городской набережной Сан-Франциско. Алькатрас, гордость американской пенитенциарной системы, был взломан. Реакция властей была мгновенной и беспрецедентной по масштабу. В воздух поднялись вертолеты. Береговая охрана прочесывала залив, а на острове высадились агенты ФБР и военные. Директор тюрьмы Олин Блэквелл, прервав свой отпуск, лихорадочно пытался понять, как человек с IQ гения и 2 грабителей банков смогли обмануть 13 ежедневных проверок и исчезнуть прямо из-под носа вооруженной охраны. Город замер в ожидании. По радио передавали ориентировки на самых опасных беглецов в истории, а wanted-плакаты с их лицами появились на каждом углу. Поисковая операция длилась 10 дней без перерыва,
превратившись в самую масштабную охоту на людей в истории Сан-Франциско. Следователи обнаружили за раковинами в камерах прорытые тоннели и вышли в служебный коридор, где нашли тайную мастерскую беглецов. На чердаке все еще лежали остатки материалов: куски дождевиков, клей и самодельные весла, которые заключенные не успели забрать с собой. Но самый главный вопрос оставался без ответа: где сами люди? Вода вокруг скалы хранила ледяное молчание. В течение 3 дней после исчезновения море начало выдавать лишь обрывки их грандиозного плана. В километре от берега острова Энджел было найдено самодельное весло, по конструкции идентичное тем, что остались у мастерской. Позже полиция выловила прорезиненный пакет, в котором лежали фотографии и записные книжки, принадлежавшие братьям Эндлин. Вскоре на пляже неподалеку обнаружили сдутый спасательный жилет со следами зубов на клапане. Беглец, вероятно, отчаянно пытался зажать его челюстями, чтобы остаться на плаву в ледяной воде. Однако на этом подарки залива закончились. Ни одного тела, ни одного клочка тюремной робы или фрагмента надувного плота больше никогда не было найдено. Официальный отчет ФБР гласил: заключенные утонули. Логика была проста. Вода в ту ночь была ледяной, течение смертоносным, а до берега было слишком далеко для людей, изнуренных тюремным режимом. Власти были уверены, что рано или поздно море вынесет их тела на берег, или преступники совершат новое правонарушение на воле, чтобы выжить. Но шли недели, месяцы, а затем и десятилетия. За родственниками беглецов велось плотное наблюдение, их почта проверялась, а дома прослушивались. ФБР ждало хотя бы одной ошибки, одного звонка или письма. Но тишина была абсолютной. Отсутствие тел стало для администрации тюрьмы и правительства США настоящим проклятием. До тех пор, пока останки Фрэнка Морриса и братьев Эндлин не были предъявлены миру, миф о неприступности Алькатраса оставался разрушенным. Через год после этого события, 21 марта 1963 года, Алькатрас был официально закрыт. Власти сослались на дороговизну содержания и ветхость бетона, но все понимали истинную причину. Скала больше не была символом нерушимого правосудия. Она стала местом, которое проиграло битву человеческой изобретательности. И пока официальные лица продолжали твердить версию об утоплении, мир начал наполняться слухами, которые не утихают до сих пор. Почему мать братьев Эндлин годами получала открытки без обратного адреса, на которых стояли штампы из Южной Америки? Кто были те 2 загадочные женщины в черных вуалях, которые появились на ее похоронах в 1973 году и бесследно исчезли в толпе? И как объяснить старую фотографию из Бразилии, на которой 2 мужчин в солнечных очках поразительно похожи на постаревших беглецов со скалы? С этого момента начинается территория догадок, где факты переплетаются с мистификациями, а наука пытается разгадать то, что ФБР официально признала невозможным. 10 часов форы. Именно столько времени было у Фрэнка Морриса и братьев Эндлин, пока охрана Алькатраса недоуменно разглядывала головы из папье-маше в их пустых камерах. Когда над заливом взвыли сирены, беглецы уже могли быть где угодно или нигде. С этого момента начинается самая обсуждаемая загадка XX века, в которой сухие отчеты ФБР сталкиваются с невероятными уликами, всплывающими десятилетия спустя. Официальная версия правительства была краткой и удобной. Они утонули. Но если скала действительно забрала их жизни, то почему она так и не отдала их тела? Логика смерти в ту туманную ночь была на стороне тюрьмы. Залив Сан-Франциско — это не просто вода. Это живой ледяной организм с температурой около от 10 до 13 градусов. В таких условиях человеческое тело теряет способность двигаться уже через 20 минут, а сердце
может остановиться от холодового шока. Сильнейшие течения в ту ночь работали как гигантский пылесос, утягивая все, что попало в воду, в открытый океан. ФБР потратило 17 лет на расследование, чтобы заявить: необразованные преступники на плоту из дождевиков не имели шансов против стихии. В качестве доказательств море выдало лишь обрывки их мечты: самодельное весло, пакет с личными фотографиями братьев Энглин и сдутый спасательный жилет со следами зубов на клапане. Беглец, видимо, в отчаянии пытался зажать его челюстями в ледяных волнах. Но в этой безупречной картине гибели есть трещины, которые официальные лица предпочитали не замечать годами. Существует другой отчет, согласно которому на соседнем острове Энджел была найдена не просто лодка, а следы нескольких человек, уходящие вглубь суши. Более того, именно в ночь побега в нескольких километрах от берега был угнан синий «Шевроле» 1955 года. Если беглецы утонули, то кто оставил эти следы и на каком автомобиле скрылись трое неизвестных, выбросив водителя на дорогу? Спецслужбы десятилетиями прослушивали дома родственников, ожидая хотя бы одного звонка. Но тишина была абсолютной. И эта тишина стала самым сильным аргументом в пользу того, что мастера побега действительно смогли исчезнуть. Самая шокирующая версия уводит нас далеко за пределы Ледяного залива, в солнечную Бразилию. Спустя десятилетия родственники Энглинов признались, что годами получали открытки без обратного адреса, подписанные именами братьев, а на похоронах их матери в 1973 году видели двух загадочных женщин в черных вуалях, под которыми, по слухам, скрывались переодетые мужчины. Но настоящая бомба разорвалась, когда в руки службы маршалов попала фотография 1975 года, сделанная на бразильской ферме. На ней запечатлены двое мужчин в солнечных очках, чье сходство с подросшими беглецами поражает. Современные системы распознавания лиц выдали вердикт: вероятность того, что это Джон и Кларенс Энглины, составляет от 97 до 99,7%. Если это правда, то Фрэнк Моррис, человек с IQ гения, смог не только взломать скалу, но и переиграть все правительство США, обеспечив своим напарникам тихую жизнь в Южной Америке. В 2013 году эта история получила еще один, возможно, финальный поворот. В полицию Сан-Франциско пришло письмо, написанное дрожащей рукой. «Меня зовут Джон Энглин. Мы сбежали в ту ночь, но с большим трудом». Автор утверждал, что Фрэнк Моррис умер в 2008 году, по другой версии – в 2005, и похоронен под чужим именем, а Кларенс скончался в 2011. Сам же отправитель, смертельно больной раком, предлагал сделку. Он сдается властям в обмен на медицинскую помощь и обещание, что его посадят не более чем на год. ФБР провело экспертизу почерка, но ее результаты оказались противоречивыми, а письмо официально назвали мистификацией, хотя долго скрывали его от общественности. Почему власти так упорно отрицают любую возможность выживания этой троицы? Возможно, потому что признать успех Морриса значит признать, что самая надежная тюрьма в мире была лишь дорогостоящей декорацией, которую разрушили обычные ложки и интеллект сироты. Современная наука тоже отказывается ставить точку. Эксперименты разрушителей легенд и инженеров-блогеров доказали, если беглецы вышли в воду в идеальное приливное окно, около 23:40, течение не утянуло бы их в океан, а сработало бы, как конвейерная лента, вытолкнув плот прямо к мосту «Золотые ворота». Моррис, изучавший журналы по механике в тюремной библиотеке, вполне мог это рассчитать. Если их самодельное судно из 50 дождевиков выдержало удара 2-метровых волн, то они могли коснуться берега материка еще до того, как в тюрьме прозвучал первый утренний свисток. Сегодня Алькатрас — это лишь музей, где туристы покупают сувенирные ключи и фотографируются в тесных камерах. Но для службы маршалов США это дело остается открытым. Ориентировки на Фрэнка Морриса и братьев Энглин все еще висят в базе данных, а их возраст в разыскных листах
перевалил за 90 лет. Были ли они поглощены бездной залива в ту роковую ночь или доживают свои дни под шум пальм, вспоминая холодные коридоры скалы, как страшный сон? Алькатрас хранит свой главный секрет в тумане, который никогда не рассеивается окончательно. И пока тела беглецов не будут найдены в океане или их руки не сомкнутся в наручниках, эта история будет напоминать нам об одном. Из любой клетки есть выход, если у тебя достаточно отчаяния, чтобы его прорубить, и достаточно смелости, чтобы прыгнуть в неизвестность. Остается лишь один вопрос. Если они выжили, то как профессиональные преступники смогли провести остаток жизни, ни разу не нарушив закон и не попав в поле зрения полиции? Или, может быть, их исчезновение было самым грандиозным преступлением из всех ими совершенных? После той роковой ночи в июне 1962 года скала больше не была прежней. Рев сирены затих, но в воздухе повисло невыносимое, удушливое ощущение проигрыша. Великая иллюзия неприступности, которую правительство США выстраивало десятилетиями, рассыпалась вместе с крошащимся бетоном камер Фрэнка Морриса и братьев Энглин. Официальные отчеты ФБР продолжали твердить об утопленниках, но внутри самой системы начались процессы, которые уже невозможно было остановить. Остров, призванный быть символом неотвратимого возмездия, превратился в обузу, которую власти больше не хотели нести. Слышите этот тихий, едва уловимый треск? Это не просто звук старого здания. Это звук того, как соль залива Сан-Франциско десятилетиями методично пожирала Алькатрас изнутри. Инженерное решение, которое казалось гениальным в 1930-е, использование морской воды для смыва туалетов в целях экономии, стало для тюрьмы смертельным приговором. Соленая вода просачивалась в стены, вызывая коррозию арматуры, которая расширялась и буквально взрывала бетон изнутри. К началу 60-х скала напоминала гниющий остов древнего корабля, на поддержание которого в рабочем состоянии требовались миллионы. Однако ржавчина была лишь верхушкой айсберга. Главной проблемой скалы стали цифры в бухгалтерских отчетах Министерства юстиции. Алькатрас был самой дорогой тюрьмой в истории Америки. Изоляция, которая делала его идеальной ловушкой для преступников, стала его финансовым проклятием. Здесь не было своего источника пресной воды, не было электричества и продовольствия. Абсолютно все, от литров дизельного топлива до батона хлеба, приходилось доставлять на остров паромами. Содержание одного заключенного на скале обходилось казне в $10 в день, в то время как в любой другой федеральной тюрьме на материке эта сумма не превышала $3. В 1952 году директор бюро тюрем Джеймс Беннет впервые официально заявил: «Нам нужно место получше и подешевле». Но окончательный удар нанес генеральный прокурор Роберт Кеннеди. Он понимал, что Алькатрас перестал выполнять свою главную функцию — внушать трепет. После того, как 3 заключенных смогли обмануть вооруженную охрану и исчезнуть в тумане, миф о скале, как о тупике для неисправимых, умер. Зачем тратить 3 цены на содержание мусорного бака, если из него можно выбраться с помощью обычных ложек? 21 марта 1963 года скала официально погрузилась в тишину. Вы видите эту картину. Последние 27 заключенных, закованные в кандалы, медленно спускаются к пристани. Среди них нет королей мафии, только тени прошлого. Фрэнк Уэзерман, последний узник, покидающий остров под номером 1576, бросает через плечо фразу, которая станет эпитафией этому месту. Алькатрас никогда не был хорошим местом. Огромные ключи с литерой «А» повернулись в замках главных ворот в последний раз. Тюрьма перестала существовать, оставив после себя лишь крошащиеся стены и неясное будущее. Но скала недолго оставалась необитаемой.
Остров, который десятилетиями отнимал свободу, внезапно сам стал объектом борьбы за нее. В 1969 году группа коренных американцев высадилась на Алькатрасе, объявив его своей территорией на основании договора столетней давности. Они жгли костры в залах, где раньше патрулировали снайперы, и писали граффити на стенах камер, которые все еще хранили запахи отчаяния. Это была странная, сюрреалистичная глава в истории острова, закончившаяся лишь через 2 года, когда власти окончательно зачистили скалу от оккупантов. Сегодня Алькатрас — это декорация. Национальный исторический памятник, который ежегодно посещают 1,5 миллиона человек. Туристы из Нью-Йорка и Токио стоят в очередях, чтобы на несколько секунд зайти в дыру, сделать селфи на фоне ржавых решеток и купить сувенирные наручники. Вы идете по Бродвею, слышите аудиозаписи голосов бывших надзирателей и заключенных, но за этим коммерческим шумом все равно чувствуется тяжесть камня, который впитал в себя слишком много ненависти. Остров стал частью городского ландшафта, живописным фоном для Сан-Франциско, но его мрачная аура никуда не исчезла. Интерес к Алькатрасу не угасает и в высоких кабинетах. В мае 2025 года в американском инфополе разорвалась бомба. Президент Дональд Трамп предложил вновь открыть Алькатрас как федеральную тюрьму для самых безжалостных и жестоких преступников. Эта идея вызвала яростные споры. Одни говорят о возвращении символа порядка, другие — о безумной трате денег, ведь на восстановление руин потребуется более $2 миллиардов. Историки в один голос твердят: здание невозможно отремонтировать под современные стандарты безопасности. Но сама попытка вернуть скалу в строй доказывает одно — это место обладает странной, почти магической властью над человеческим воображением. Так чем же на самом деле является Алькатрас? Гениальным инженерным сооружением, которое проиграло битву со временем? Символом справедливости, который превратился в инструмент пыток? Или, может быть, это просто памятник величайшему человеческому качеству — воле, которая способна пробить бетон ложкой и переплыть ледяной залив вопреки всем законам физики? Мы никогда не узнаем, коснулись ли ботинки Фрэнка Морриса земли на том берегу. Но мы точно знаем, что его побег стал точкой в истории этого места. Скала осталась стоять в тумане, одинокая, пустая и вечно хранящая свои тайны в ржавчине прутьев. А как вы считаете, стоит ли возвращать к жизни самую мрачную тюрьму в истории, или ее время навсегда осталось в прошлом веке? Напишите в комментариях, верите ли вы, что беглецы 1962 года смогли выжить и сейчас где-то в Бразилии доживают свои дни, читая новости о воскрешении своей бывшей клетки? История Алькатраса еще не закончена, пока мы продолжаем задавать эти вопросы. Скала смотрит на дни Сан-Франциско, а Сан-Франциско смотрит на скалу. И в этом безмолвном диалоге скрыта правда, которую залив никогда не выдаст до конца. И вот что остается в итоге. 3 человека исчезают из самой охраняемой тюрьмы в истории. Без шума, без следов, без единого тела. Официально они утонули, но доказательств этому нет до сих пор. И чем больше смотришь на детали, тем сильнее ощущение, что эта история не закончена. Потому что если они действительно погибли, где тела? А если нет, значит, кому-то все-таки удалось сделать невозможное. И теперь вопрос к тебе. Какую версию ты считаешь реальной? Если тебе заходят такие истории, подпишись на канал. И напиши в комментариях, что ты думаешь об этом побеге.